Всем привет, меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске я вас познакомлю с вот таким новым аппаратом, который мне прислали в подарок компания Defender. И я уже сделала на нем пару процедур, хочу познакомить и вас тоже с ним, потому что это единственная машинка, которая, во-первых, беспроводная, а во-вторых, она обладает сменой эксцентрика. То есть здесь можно поставить любой вылет иглы, который вы захотите. Привыкли вы работать на короткоходе, пожалуйста, ставите себе вылет 2,4. Хотите сделать красивые пудровые брови, мы знаем, что для пудровых бровей лучше выбирать эксцентрик побольше. Пожалуйста, ставим на 4,2 и красиво распушаем. И это большое преимущество для тех, которые не хотят покупать несколько машинок, а хотят купить вот одну машинку на все абсолютно зоны. Но имейте в виду, что аппарат такой достаточно увесистый в руке, но это плюс для тех, у кого очень легкая рука, и как раз таки вот этот вес помогает правильно проконтролировать глубину вхождения в кожу. Кстати, совсем недавно мой топ-мастер Адлен делал показательную процедуру как раз на этой машинке и передал мне, что ему очень понравилась эта машинка как раз-таки за счет веса, потому что ты практически держишь машинку в воздухе и просто ее водишь как маятник, а она сама проставляет очень такие отчетливые и крупные пиксели. Это большой плюс в пудровой технике, я считаю, брови я еще на ней не делала. Кстати, если хотите увидеть процедуру именно на этой машинке, не переключайтесь, оставайтесь с нами до конца, и я вам покажу, как на ней именно работать. Ну, давайте распаковочку. Открыла я уже коробочку, машинку вам показала. Помимо этого у нас в комплекте еще один съемный аккумулятор. Это большой плюс, потому что зарядки хватает на 5 часов, и, допустим, если у вас весь день расписан клиентами, вы спокойно можете поменять зарядку и работать весь день. Но помимо этого, если уж у вас вообще все разрядилось, есть вот такой съемный аккумулятор, который работает от привычного нам клипкорда RCA. Мотор здесь V10 Max, разработанный специальной компанией Defender, и этот же мотор они использовали и в некоторых предыдущих моделях. Давайте включим уже машинку и послушаем, как она приятно жужжит. Они, кстати, заявляют, что как раз-таки доработали боковую вибрацию и как раз-таки шум. Здесь минимальный вольтаж 4, с этого как раз стартует машинка. Чтобы сделать, опять же, пудру, вернемся к самому главному, да, сейчас популярная процедура, наверное, самая популярная в мире перманента, это красивые пудровые брови. И чтобы их красиво распылить, вольтаж ставим на минимум. Прежде чем включить машинку, я выставляю ход иглы, выбираю эксцентрик. Здесь целых 7 эксцентриков, и чем больше эксцентрик, тем мощнее будет машинка бить, тем больше будет выход иглы, и пиксели будут получаться более такие жирненькие, отчетливые, красивые. Если вы хотите сделать контур, то лучше использовать короткоходную машинку, то есть вы ставите тогда эксцентрик на минимум, либо же чуть больше минимум, вот 2,7, троечка, но это уже средний ход получается. И спокойно выполняете контур на губах, тоненькую стрелочку, ту же самую волосковую технику, всеми нами любимую. Мы зарядим иголочку и почирикаем с вами на латексе, проверим. Ой, ну действительно жужжит она очень приятно. Так, подождите, давайте поставим сначала эксцентрик. Эксцентрик у нас выставляется в выключенном режиме, только потом мы включаем машинку и настраиваем вылет иглы. Эксцентрик поменяли, жужжать она стала побольше, потому что ход у нас изменился. Стал более хлесткий, и я уже могу себе позволить сделать вылет чуть больше. Где-то вылет у меня 2,5-3 миллиметра. Немножко мне непривычно, честно признаюсь вам, привыкла работать более легкими аппаратами, но перестроиться здесь, я думаю, будет несложно. Вот такая пудрочка у нас получается. Напомню, вольтаж минимальный 4,0. Чтобы поставить на паузу, один раз просто нажимаете, и машинка на паузе. Выключение, долгое удержание вот этой кнопочки. Но я пока выключать не собираюсь, хочу попробовать машинку на контуры. Легким движением руки я поменяла эксцентрик. Но немножко еще не приноровилась к этой машинке, бывает. Так, я поставила эксцентрик на минимальный, поставила на короткий ход 2,4.
включаю машинку, она гораздо тише у меня становится. Ну и мне сейчас надо уже немножко сделать поменьше вылет, потому что, работая на большом вылете, но на короткоходной машинке, у вас игла просто не будет успевать заходить в колпачок и захватывать пигмент. То есть вы будете работать в холостую и просто расцарапывать кожу, а пигмента не будет, соответственно. Поэтому я ставлю минимальный вылет. Ну, как вообще выбрать вылет? Примерно я вычитаю от заявленного значения эксцентрика, ну, где-то миллиметрик. Если здесь 2,4, то я сделала вылет, ну, 1,4 миллиметра, самое то. Ну и прибавим вольтаж. Все-таки для волосковой техники, для контуров мне нужно, чтобы пиксели имели меньшее расстояние друг от друга. А чем больше вольтаж, тем чаще машинка проставляет пиксели. Ну и, соответственно, линия у меня будет получаться быстрее. Ну вот 5,6 самое оптимальное. Да, опять же говорю, немножко мне непривычно из-за веса и из-за ширины, но кто привык, я думаю, вам очень зайдет эта машинка. Ну, так линии хорошие, точные, очень тоненькие. Надо уже тестить на клиентах. Ну что ж, мы продолжаем, и сейчас я буду показывать вам процедуру перманентного макияжа губ как раз таки на этой машинке. Ну и начинаем мы с отрисовки эскиза. Для этого мне потребуется вот такая плоская кисть. Эта кисточка как раз таки для отрисовки на губах. И для самой отрисовки я использую белую броу-пасту. Очень удобно рисовать эскиз вокруг губ. Как раз таки видна кайма, чтобы выбрать правильную форму и построить все симметрично по своей форме. Мы знаем, что за пределы своих губок лучше не выходить, потому что по структуре кожи разная и заживет, соответственно, по-разному. Тем более мы сегодня будем делать очень прозрачную нюдовую технику, потому что у меня молоденькая девочка, не хочется ей делать какой-то полотняк, и мы будем работать на швейцарских пигментах Swiss Color. Они как раз-таки заживают очень прозрачно, они мелкодисперсные и просвечивают свой тон губ. Да тут даже и не надо ничего увеличивать, очень красивая форма, прям находочка. Вот мы смотрим, где у нас стыковка вот таких продольных линий слизистой губ и точечек на коже, то есть пор. И рисуем строго по этой кайме. Очень классная кисточка, новую, кстати, сегодня купила, как раз таки заехала перед процедурой. Вот такая кисточка, как вы видите, фирмы L'Etoile, стоит 1000 рублей. И вот такая она плоская, номер 211. Когда отрисовывается эскиз, я сразу подтушевываю, чтобы не было такой обводкой, как у обезьянки, да, чтобы все выглядело эстетично, красиво и приятно взгляду. Сначала я намечаю форму такими быстрыми мазками, а потом уже довожу до идеала. Буду использовать для этого ватные палочки, смоченные в мицеллярной воде, чтобы прям четко было. Посмотрите, я практически наметила всю форму, и сейчас отдельное внимание я уделяю уголочкам, по-другому они называются комиссуры. И уголочки верхней и нижней губы должны смыкаться исключительно в одной точке. Ну и также они должны заканчиваться за миллиметрик до самого окончания рта, чтобы губки были аккуратненькие и подсобраны, чтобы не было такого огромного клоунского рта. Сейчас я припудрю свой эскиз специально фиксирующей пудрой. Она мне помогает не потерять эскиз, пока я его не закреплю. И прям очень хорошо так впитывается в кожу, держит обводку вокруг губ. Я вот так припудриваю ватным диском. И сейчас также мы уберем излишки. Так, немножко стряхнем. Сегодня тестирую вот эту пудру Contour Professional, купила на конференции, с которой недавно приехала.
Вот, кстати, неплохая пудра, хорошо тоже зафиксировала. Я приступаю к процедуре, и как я уже вам сказала ранее, я буду использовать сегодня пигменты Swiss Color, это швейцарская марка, это органика, очищенная органика, очень мелкодисперсная, пигменты прям прозрачненько заживают на губах, очень натурально, тем более мы выбрали вот такой нюдовый оттеночек, смешали два цвета French Kiss и Lip Kiss. Также для губ я буду использовать вот такую иголочку от компании Defender. Самый стандартный размер 0,30. Можно на губке даже использовать 0,35. Чем больше диаметр иглы, тем быстрее, соответственно, вы закончите процедуру и больше будет оставаться пигмента в коже после каждого прохода. Ну вот у меня 0,30, заточка LT. Машинку вы уже видели в начале ролика. Это беспроводная машинка Defender Vector. И мы ее включаем на среднюю скорость. Стартует она у нас с 4 вольт. Ну, я поставлю на скорость где-то 5,8. Также до этого я настроила вылет иглы. Эксцентрик настраивается на этой машинке в выключенном виде. Я поставила на среднюю величину. У меня 3,6 ход иглы. Ну и вылет иглы где-то 2,5-2,7 мм. Все, я готова к процедуре, и первым делом нам нужно зафиксировать форму, которую мы так старательно отрисовывали, с помощью очень тонкого и прозрачного контура, который, собственно, будет нам держать всю форму. Я работаю без анестезии, я работаю очень легко. Вообще советую вам именно процедуру перманентного макияжа губ выполнять без анестезии. Если вы хотите получить в конце процедуры красивые работы, красивые фотографии, если вы хотите более равномерно уложить пигмент, быстрее его уложить в коже, и также это влияет на приживление самого пигмента. То есть, когда вы работаете без анестезии, пигмент лучше вносится в кожу и лучше заживает, остается. То есть остаток после процедуры больше. Я начинаю с уголочка, мелкими такими движениями по контуру губ, в стык как раз таки вот этой белой пасты и каймы губ я прочерчиваю контур мелкими-мелкими движениями, не выходя из кожи, причем возвращаюсь по этой же линии назад, чтобы больше пигмента осталось, так как пигменты очень такие мелкодисперсные, их тяжелее гораздо уложить, чем привычную нам органику. Поэтому, работая на таких пигментах, вам потребуется совершать больше проходов, и процедура, соответственно, будет выполняться дольше. Я сейчас проверила контур, не зря я такая радостная, потому что это самый, наверное, ответственный момент в процедуре. Посмотрите, какой он прозрачненький, тоненький получился. И, как я уже говорила, я возвращалась 2 раза по одной и той же линии, по одному и тому же участочку, чтобы лучше усадить пигмент, и линия была видна. Это очень важно, чтобы вы не потеряли форму во время закрепления. Ну, сами знаете, что будет, если вы ее потеряете. Ну, а мы продолжим. На контуры сейчас я все-таки нанесу немножко вторичной анестезии. Хочу немного вторым проходом потом подвыровнять контур в тех местах, где он у меня получился прозрачненький, преимущественно на этой стороне. И пока у меня подмораживается, я закреплю контур на нижней губе.
Я обвела нижнюю губу, нанесла на нее тоже анестезию, чтобы проявился чуть-чуть контур за счет адреналина, входящего в состав. И в данный момент немножко подвыровню контур на верхней губе, сделаю равномерно насыщенным его и потом уже начну закрашивать внутри. Вот я прорабатываю именно в тех местах, где у меня есть просветы, а где ярко все хорошо лежит, я даже туда не прохожусь. Мы довели до идеала контур и сейчас начинаем закрашивать губки. Каким образом это делается? Я начинаю с верхней губы и работаю всегда секторами. Вот выбираю себе, например, 1,5 сантиметра и закрашиваю этот уголочек до тех пор, пока не убежусь в том, что пигмент равномерно и без пробелов там лежит. То есть мне нужно сделать много достаточно проходов. И так как пигмент мелкодисперсный и достаточно тяжело укладывается в кожу, я работаю преимущественно такими мелкими шажочками. Ну и во-вторых, конечно, так как я работаю без анестезии, чтобы клиенту было не больно и менее травматично, тоже мелкий штришок помогает лишнюю кожу не поцарапать, то есть работать легче и мягче. Я так думаю, у многих из вас в работе тоже встречаются такие проблемы в плане того, что губы во время процедуры кровят. Скорее всего, вы работаете очень большим штрихом и сильно машете. Конечно, чем больше штрих, тем меньше мы контролируем его нажатие. Поэтому советую вам немножко изменить подход и работать прям такими мелкими шажочками. Вот. И я захожу на контур и опускаюсь вниз, как валиком. Но имейте в виду, сильно глубоко на слизистую заходить не стоит, так как именно слизистое повреждение ее нам и дает отек. Поэтому ее я буду закрашивать в самую последнюю очередь. И возвращаюсь назад. Работаю хаотичными движениями, хаотичными штрихами. Могу вертикальные уложить, горизонтальные, сеточкой. То есть все вот эти вот движения мне и дают такой равномерный прокрас. Тем более нам много здесь придется делать слоев, чтобы равномерненько хорошо уложить пигмент. Ну и сильное натяжение тоже способствует быстрейшему и более равномерному прокрасу. Поэтому не стесняемся, натягиваем хорошо кожу губ. То же самое вытерла и опять начала из уголочка мелко-мелко укладывать пигмент. Наслаиваю друг на друга штришочки, чтобы сразу добиться этой плотности. Сразу же вот так в лужице топчусь и разбиваю этот пигмент. Можно даже вот таким образом набрать побольше пигмента, убрать излишки, а поверхность губок и как бы втереть этот пигмент, прям по лужице поработать, чтобы пигмента больше усадилось. То, что немного выделяется сукровица, это нормально, так как мы не используем анестезию, из-за этого и выделяется. Если бы мы использовали анестезию, во-первых, кожа бы задубела, могли образоваться микросинячки, так как все-таки немного кровит. Ну и потом красиво бы, равномерно уже сложнее было бы прокрасить. Поэтому если клиент
такой спокойный, как у меня, и с нормальным порогом чувствительности, конечно, советую вам на зону губ по минимуму прям наносить анестезию, а то и совсем не наносить. Кстати, машинка очень комфортная, я прям как будто всегда ей работала, не чувствую какой-то разницы, честно говоря, даже от своей любимой Cheyenne Solterra, только разница в толщине самой машинки, самой манипулы. Сначала мне было немножко непривычно на контуре, и у меня так немного дрожали руки, можно сказать, но сейчас я вообще привыкла, и вот в плане того, что аккумулятор встроенный, нет никаких проводов, верти как хочешь машинку, вообще очень удобно. Ну и достаточно мощный мотор, прям хорошо так укладывает быстро пигмент. Посмотрите, у нас какая подсобранная форма губ получилась. Это все благодаря тоненькому контуру. Кстати, это вот, наверное, тренд последних лет. Именно прочерчивать едва-едва заметный контур. Причем мы же знаем, что по заживлению он вообще растворяется, абсолютно не выделяется никакой полосочки, а он просто дает вот эту собранность и красивую четкую форму. Раньше же делали наоборот, была в тренде техника бесконтурных губ, и все старались намечать контур такими едва заметными штришочками, линия совсем не читалась, но при заживлении это давало такую расплывчатую форму и не было вот этой собранности, поэтому именно с тоненьким контуром смотрится просто шикарно и заживает аналогично. Вообще вот такие мои первые впечатления о работе на этой машинке. Очень она быстро укладывает пигмент, несмотря на то, что я работаю таким сложным достаточно пигментом в укладке. Хлесткая машинка, крупные пиксели оставляет, если сравнивать с другим моим длинноходом, например, Cheyenne Solterra, она более мягкая и помельче такие пиксели у нее получаются. Но здесь процедура в любом случае быстрее за счет того, что удар очень мощный у нее. Я думаю, на бровях тоже будут очень красивые пиксели получаться этой машинкой. Надо попробовать. Посмотрите, какая вкусная губка у нас верхняя получилась. Я ее практически закончила. Работала я единичкой. Единственное, я немного еще не докрасила до самой слизистой, чтобы губка не отекла сильно, потому что, как мы говорили ранее, как раз-таки слизистая дает эту отечность. Мы этот момент будем прорабатывать в самом конце, что на верхней и на нижней губе. Но это совсем быстро, буквально там 5-10 минут. А сейчас я перехожу к нижней губке и выполняю все то же самое. Точно так же я работаю частями и прям плавно-плавно перехожу постепенно к уголочку. Перемешала палочкой пигмента, немножко у меня уже закончилось в колпачке, и остатки я прям растерла на губке. Сейчас пройдусь по этой лужице машинкой, чтобы быстрее внести пигмент. Он на самом деле прекрасно вносится, когда находится на поверхности. К самому контуру я сейчас подходить не буду, потому что боюсь засадить, так как лужа большая такая, и можно не увидеть где-то по симметрии. А серединочку мы спокойно забьем. Но помним, да, сильно не машем, чтобы не было чувствительно клиенту, чтобы было комфортно лежать и выполнять процедуру без анестезии. Ну и чтобы пигмент быстрее внесся, так как пигмент достаточно тяжело уложить от привычной нам органики. Органика такая крупнодисперсная у нас быстро ложится, а здесь надо много-много проходов сделать, недостаточно плотно. Не забываю про натяжение, потому что нам нужно вот эти складочки прям так разложить хорошенько, чтобы все равномерно, досконально прокрасить, чтобы все было плотненько, хорошо лежало. Ну и, конечно, чем сильнее вы делаете натяжение, тем
менее травматично у вас получается прокрас и быстрее вносится пигмент. Я положила стоматологический валичек под губу, чтобы нижняя губка у меня так хорошенько натянулась, и начинаю прокрашивать. Здесь, посмотрите, у меня за губкой немножко есть еще пигментация. Ничего страшного, что она есть. Если бы я прошлась вот так по ней, у меня бы получился такой неаккуратный клоунский рот, и комиссуры бы не сомкнулись в одной точке. Это очень важно, чтобы губки именно сходились в одной точке, и выглядело все очень так эстетично. Вот как раз сложность именно в уголочках обычно у нас бывает, потому что они такие неупругие, как тряпочки, я их так называю. Их тяжело прокрасить, когда нет натяжения. Поэтому, чтобы легче их и быстрее уложить, прям натягивайте на валик. Вот у меня специальные стоматологические валики, мне клиентка их подарила по доброте душевной. Вот, очень удобно ими пользоваться, но до этого я просто скручивала ватный диск вот так в трубочку и то же самое, в общем-то, подкладывала под нижнюю губу. И именно под нижнюю я подкладываю, верхнюю и так вот достаточно удобно натягивать.